Мы прошли супермаркет Together на 100%, но ровно через пару недель разработчики сказали, не тут-то было, и выкатили глобальное обновление с производством. И чтобы показать, что это вообще такое, сделал для вас небольшой гайд-обзор по нему. Начнем. Все это обновление начинается с панели расширения магазина. Чтобы начать производство, нам вначале надо купить отделы. Но с их стоимостью это скорее удовольствие ближе к концу игры. Общая стоимость всех отделов составляет 125 тысяч. Некоторые продукты для производства тоже доступны ближе к концу. Если вы все-таки из богатых, для начала вам понадобится хотя бы одна производственная машина и одна исследовательская. Но я из богатой семьи, так что ставлю много исследовательских и производственных. Так как чем больше исследовательских машин, тем быстрее вы их обратно продадите, так как процесс исследования не из быстрых. Вот такой цех у меня получился. Он по сути вам такой вообще не нужен. Максимум 10 исследовательских ставьте, если хотите все изучить за 2 игровых дня. Дальше что нам понадобится, это полки, куда будут складывать готовую продукцию, а также полки, из которых ее будут брать посетители. С тратами закончили. Теперь перейдем к самому процессу исследования и производства. Следующий на очереди закупка продуктов для исследования. В принципе, они очень дешевые, исследовать их можно чуть ли не в начале игры, но весь цех очень дорогой, так что увы. Для большего комфорта возле машин поставьте маркированные стеллажи, чтобы всегда под рукой было все, что нужно. А работники всегда пополняли их, это сэкономит очень много времени. Наконец, затаскиваем на них продукты и начинаем их исследование. Для начала исследований надо открыть магазин, так как после закрытия или до процесс просто стопорится. Так что с ускорением под X5 все быстро изучить не получится. Так что придется ждать почти весь игровой день. В общем, одно исследование длится 10 часов игрового времени, или 10 минут реального. Согласитесь, не очень быстро. Поэтому я ставлю сразу больше исследовательских машин. Вообще список продуктов достаточно базовый, по типу вода, соль, сахар, хлеб, яйца. Так что их реально можно было исследовать в самом начале игры. После исследования открывается ровно столько рецептов, сколько было в исследованиях, то есть за одну бутылку воды откроется только один рецепт хлеба, а не все рецепты, что содержат в себе воду. Как по мне, это небольшой костыль в плане забивания игрового времени. Вот сейчас на экране я покажу полный список продуктов для исследования всех 20 рецептов, чтобы вы не мучились, перебирая все возможные продукты магазина, как делал это я. Первые разы процесс достаточно интересный. Для рассказа остальных тонкостей покажу вам подробно один рецепт. Для этого выберу рецепт с большим количеством ингредиентов, кастомный торт со всеми начинками. Для его создания понадобится, чтобы почти все продукты закупки уже были открыты, хотя есть и более дешевая и легкая его вариация. После выбора всех ингредиентов на экране машины появится список всех продуктов, но единственный минус, что не полный, а только его часть. Теперь о тонкостях. Сам рецепт тоже вариативный. В списке, к примеру, показано 5 видов сахара, но по факту использоваться будет только один. В этом и заключается мой главный затуп в начале. Почему я начал на этом акцентировать внимание? Для увеличения цены конечного продукта надо использовать ингредиенты с большей закупочной ценой, тем самым увеличивая его цену. Не буду вас томить полным сбором и закупкой продуктов, покажу уже само производство. И тут главная радость – производить сами продукты уже можно после закрытия. Сам процесс, в отличие от исследования, уже достаточно быстрый, около 30 секунд. То есть ночью или утром можно готовить пару тонн товара под ускорением через сотрудников. А это уже совсем другое дело. А то если производство работало только днем, огромного смысла уже в этом не было, а так с этого можно уже собрать какую-то прибыль. После конца производства относим на производственную полку товар. Она вроде маркированная, пусть знает, где лежит. А потом на полку для продажи. И тут затаилась еще одна тонкость. У продукции из производства нельзя сменить цену. Ни через пистолет, ни через аппарат для смены цен. То есть вот для чего нужно использовать продукты с максимальной закупочной стоимостью, чтобы товар на выходе получился с максимально большой ценой. Вот сколько продуктов я использую на один бедный тортик. Выглядит как будто слишком много для такой цены, но мы тратим всего по одному продукту каждого типа, с выходной ценой в $20 и 10 экземпляров. При этом можно запустить производство около 20 раз из этих коробок, что дает в сумме около $4000. Выгодно ли это? Уже посчитайте и решайте сами. А теперь, наверное, о самом важном – автоматизация. Для этого надо иметь столько сотрудников, сколько у вас производственных машин, и берите самым большим количеством звезд опыта производства. Найму пока 2 для наглядности и, естественно, самым большим опытом. Назначаем их на производство. Теперь поставим рецепты того, что нам нужно. Выберу тот же торт, так как ингредиенты у меня уже есть. Вот теперь понимаете, почему я говорил ставить полки с нужными продуктами сразу возле цеха, а не благодаря этому вообще не тратить время на беготню.
Сам процесс производства, мне кажется, у сотрудников идет немного быстрее, чем если бы я запустил машину сам. Ну, может, на секунд 5 быстрее. Но может, я себе так решил, и по факту это не так. После того, как рецепт доготовился, сотрудник сам несет товар на складские полки для производства. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо за просмотр, с вами был Cozy Play, увидимся в следующем видео.